Тише, Женя. Кричать не надо. Мы с тобой знакомы. Я Тимур. Ты Тимур? Да. Это ты послал за меня телеграмму папе? Ну да, я. А что это все значит, а? А вот оставайся с нами. Садись и слушай. И тогда тебе все будет понятно. У Ливия Щипачева были все шансы стать профессиональным актером, ведь в 1940 году он прославился на весь Советский Союз главной ролью в картине «Тимур и его команда», но сам он категорически не хотел быть актером. Родителям даже пришлось уговаривать сына, чтобы тот принял предложение Александра Разумова. Ливий Щипачев согласился на съемки без особого энтузиазма и в будущем очень неохотно вспоминал свое участие в 2 фильмах про Тимура и его команду. Ливий Щипачев родился в 1926 году в семье советского поэта Степана Щипачева. Ливий был обычным советским школьником, который увлекался живописью. На съемочную площадку он попал, когда создатели фильма сбились с ног, подыскивая актера на главную роль Тимура. На эту роль пробовались Юрий Яковлев, Борис Рунги и даже Тимур Гайдар, сын писателя Аркадия Гайдара. Но режиссер увидел Тимура только в Щипачеве. Однако, если внешность мальчика полностью отвечала режиссерским требованиям, то над всем остальным пришлось поработать. По сценарию Тимур был сильным лидером, с задатками будущего военного, а Ливий был скромным мальчуганом, который даже на съемки приходил со своим мольбертом. Когда я снялся в фильме «Тимур и его команда», в общем, я был не подготовлен, можно сказать, к этой славе, потому что ребята во мне хотели видеть настоящего Тимура, хотя по характеру я был совершенно другой, очень застенчивый мальчик. Чтобы разодорить юного актера, режиссер Разумов нередко кричал на него, не выбирая выражений. Как ни странно, но такой подход действовал, и Ливий после этого собирал волю в кулак и неплохо отыгрывал ту или иную сцену. Когда на Советский Союз напала гитлеровская Германия, Аркадий Гайдар уже на 2-й день войны получил задание написать продолжение истории про Тимуровское движение, которое должно было отражать военное время и события. Это произведение будет называться «Клятва Тимура», и уже в 1942 году выйдет фильм, где зритель увидит все тех же ребят, и в том числе Ливия Щипачева. Мне, конечно, об этом говорить горько, но лучше сказать напрямик, чтобы потом никто не ныл и не хныкал. Правильно! Как настоящие ленинцы поможем Красной Армии разбить фашизм. Нас много, а будет еще больше! После победы Ливий Щипачев окончит художественную школу и поступит в институт имени Сурикова. Он станет тем, кем всегда хотел стать – профессиональным художником. Его полотна на сегодняшний день есть как в частных коллекциях, так и в Третьяковской галерее. И если его актерскую игру часто критиковали за скованность, то к его художественным произведениям критики относились очень благожелательно. Кроме живописи, Ливий Щипачев увлекался археологией, собирал античные монеты, писал статьи и выступал с лекциями. Был женат, в браке родилась дочь Мария. Художник Ливий Щипачев ушел из жизни в 2001 году и был похоронен на Хованском кладбище города Москвы. Фильм «Тимур и его команда», который он так не любил вспоминать, оказал большое влияние на подрастающее поколение. Ведь Тимуровское движение в свои лучшие годы насчитывало более 2 миллионов ребят, которые искренне помогали людям.